Компания Anker постоянно удивляет нас своей продукцией. Я фактически ее фанат. У меня даже топ-10 наушников на канале есть от этого бренда. И да, у них их больше 10 пар, если не считать, что их там вообще больше 30. Практически год назад я делал обзор на старшую модель их Bluetooth колонки, о которой сейчас пойдет речь. Производитель обещает нам объемное звучание в технологии Bass Up, шикарную автономность до 24 часов воспроизведения музыки, водонепроницаемость класса IPX7, создание стереопары путем подключения двух колонок одновременно к одному устройству, но как на самом деле дела обстоят у Bluetooth колонки под названием Anker Soundcore 2, сейчас я вам расскажу. И разумеется, я ее приобрел на Али по той причине, что сейчас их дешево продают, все максимально просто, плюс курс низкий. Но об этом далее. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Напоминаю, что соневские наушники разыгрываются на канале One More и 5 Mi Band 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь обязательно в телеграм-канал скидок. Я там скидываю специальные ролики. Они быстрые и многим будут интересны. В основном это примеры работы камер у телефонов. И плюс рассказы про оплаты на Алиэкспрессе, потому что мне же каждый день нужно вот эти штуки покупать. Эту анкеровскую колонку я как раз на низком курсе покупал, когда был 58 рублей за доллар через Киви. Но рассказ не об этом, рассказ о том, что она каким-то магическим образом стоила дешевле, чем первая версия. Я почему-то думал, что мне ее не вышлют. Да, и такое бывает, к сожалению. Но мне ее послали. IPX7, Soundcore 2, хотел Soundcore 1, потому что она была желтой. Но потом подумал, что черт с ним желтым цветом, лучше вторая версия, чем первая. Первую версию не обозревал. Анкеров наушников было на канале море, наверное, все. И поэтому я уверен, что звук у них топ. Потому что моя любимая их колонка — это Motion Plus. Те, кто разбираются, те знают. И лучше по звуку, во всяком случае, и сумме характеристик я пока не встречал, но размером она значительно больше. Здесь у нас написано, что The choice of 20 million, наверное, people, happy users. То есть 20 миллионов пользователей пользуются анкерами. Возможно, даже, кстати, больше. Они и правда много всего продают. IPX7 воды не боится, 24 часа звучания и, по идее, хороший звук. Габариты радуют. Упаковочка. Смотрим, что у нас интересного. Кабель для зарядки. Вторая версия, но это микро-USB. Ну... Мата нет, хамства нет на канале, а зря в какие-то моменты, потому что я уверен, что сама колонка будет более чем интересной, но вот это кабельное хозяйство плодить, когда у тебя все на Type-C, а ты покупаешь что-то на микро-USB, тебе приходится где-то держать еще этот кабель. Зачем? Я не знаю, но это их выбор. Обалденная прорезиненная колонка, то есть полностью она прорезинена, дно, верх, все вообще. Здесь такое крепление, нет, это не крепление, крепления получается нет. То есть это первый минус, что здесь нет никакого отверстия для того, чтобы закрепить колонку. Странно. Обычно я привык к тому, что есть какие-то карабины, здесь карабина нет. Инструкция — это бесполезное дело. Ну, давайте ее тоже вытащим. Возможно, здесь есть какая-то программа для управления. Понятно, что Simply Clever, и они хотели сделать что-то маленькое, компактное и классное. У них это дело получилось. Здесь есть вход под мини-джек, то есть вы можете благополучным образом воспроизводить через кабель музыку, не только через Bluetooth. Вот он, значок Bluetooth. Да, в то же время, хотя все прорезинено и красиво, нет крепления. А все время держать ее вот так, то есть для стола. И зачем на тыльной стороне надпись Anker? Лучше бы по бокам напряглись и сделали. Но опять же, это мое видение. Здесь металл у нас, вроде бы все собрано адекватно. Мы сейчас проверим с вами еще. Весит она 416 граммов, как Xiaomi-шные последние кроссовки. Напоминаю, что Xiaomi-шные 4 Midge Sneaker 4 продаются в 2022 обновленной версии. Не особо сильно они обновили их. Внешний вид плюс-минус такой же. Но в целом, кому интересно, смотрим на канале. Что у нас по размерам? 170 мм, прям как телефон в высоту стандартный. 56 мм в ширину и в толщину 46 мм. Ну, в целом, я не знаю, в маленькую сумочку она довольно крупная, хотя у меня она поместится вся умишную. С другой стороны, в рюкзак кидать, да, удобно, учитывая, что воды она не боится. Наверное, все гуд. Кнопки прорезиненные и да, механика, то есть это плюс. Так интересно, допустим, в дешманских моделях колонок на Алиэкспрессе практически везде есть и радио, и возможность запихать карточки. Ну и, разумеется, ужасный звук, качество, они дохнут как очень быстро.
С другой стороны, анкера, которые могли бы сделать как минимум не хуже, упорно делают просто колонку. Я уверен, с просто хорошим звуком, но об этом я расскажу вам в ролике. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. И да, там все прям весело. OnePlus 10 Pro недавно был по 38, Realme GT Master Edition по 17, Samsung A53 за 21. Так что смотрим, подписываемся, пишем в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Полетели про колонку. Приобрести данную модель можно в 3 вариантах расцветки. Это черная, синяя и красная. Во всяком случае, на Алиэкспрессе доступны только эти варианты. Дизайн достойный, как и почти у всей продукции Anker. Внешне Bluetooth колонка практически такая, как и ее старшая модель под названием Anker Soundcore 3. И обзор на нее вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в правом верхнем углу экрана. Корпус Soundcore 2 прорезинен и покрыт софт-тачем. Тактильные материалы очень приятные и качественная, а сборка, как всегда, на высшем уровне. Но без минусов никуда. К примеру, первый минус этой колонки, который я заметил, это марки и материалы. И презентабельный внешний вид она теряет довольно быстро. Далее, из-за ее небольших габаритов, на рабочем столе она, разумеется, не мешается. Взять с собой Soundcore 2 можно без проблем, так как в рюкзаке все место она, разумеется, не займет. А вот зацепить ее за что-нибудь, чтобы она висела, к сожалению, нельзя, так как производитель не предоставил нам отверстия для ремешка или карабина. На корпусе расположились тыльные части. Надпись Anker с тиснением из фронта, также надпись Anker на металлической сетке, чтобы вы не забыли, чей бренд. На дне есть краткая информация мелким шрифтом и антискользящие 4 ножки, которые также предназначены для гашения вибраций. К слову, она не прыгает и не передвигается самостоятельно по столу во время воспроизведения музыки даже на 100% громкости. Справа от торца есть прорезиненная заглушка, на которой находится AUX разъем на 3,5 мм, и FL — это разъем для зарядки micro-USB. Но в старшей модели установили уже Type-C, хотя она и дороже на 50%. Микрофон находится за металлической сеткой, разговаривать, используя колонку, можно без проблем. Громкая связь есть. Собеседник отчетливо слышит мой голос, при том, что я находился в 1,5 метрах от колонки. Последнее, что имеем, это физические кнопки на верхней части колонки и 2 LED-индикатора. Один рядом с кнопкой включения-выключения, а второй рядом с кнопкой Bluetooth сопряжения. Кнопки при нажатии издают глуховатый щелчок и нажимаются туговато. Из команд на борту play-паузы, полноценное переключение треков, регулировка громкости, сброс ответ вызова и вызов голосового ассистента. Колонка имеет независимую регулировку громкости при подключении к смартфону. Команды интуитивно понятны, что хорошо. На нажатие колонка откликается довольно быстро, озвучивание команд сопровождается системными сигналами. Летим дальше. Soundcore 2 оснащена 2 драйверами по 6 Вт и пассивным излучателем. Технология Bass-Up на борту, диапазон частот от 70 Гц до 20 кГц. В шторке на смартфоне заряд аккумулятора колонки отображается. Мультипоинта не завезли, это неудивительно, учитывая стоимость. Автоматически подключаются после включения с ранее сопряженным устройством. Анимации при подключении, разумеется, нет. Также производитель заявляет, что Soundcore 2 можно подключить к одному устройству в количестве 2 штук для полноценной стереопары. Но это работает только с обновленной версией этой модели, и, к сожалению, второй колонки на руках у меня нет. Но будем иметь в виду, если вы купите 2, сможете сделать стереопару. Только уточняйте, чтобы это была обновленная версия. Входная мощность 5 вольт 2 ампера. Таким образом мы должны ее заряжать. Максимум получается 10 ватт. Емкость аккумулятора 5200 мАч. Полный цикл зарядки занимает 2 часа 51 минуту. Во время зарядки использовать колонку можно без проблем. По моему тестированию колонка проживет практически столько же времени, сколько заявляет производитель, а именно 23 часа, если прослушивать музыку на 50-60% громкости. Водонепроницаемость класса IPX7, разумеется, я не мог ее не окунуть в воду, чтобы убедиться, что колонка действительно не боится воды. По итогу с ней все в порядке, под заглушку вода не попала. Весь функционал работает исправно, что, конечно же, радует. Летим дальше. Приложению Soundcore, к сожалению, подключить данную модель нельзя, это значительный такой минус. Bluetooth версии 5.0, кодеки не указаны, к Android и к iOS устройствам она подключается без проблем. Связь колонка с устройством, с которым она в паре, держит стабильно, и в квартире у меня соединение ни разу не обрывалось. В городских условиях радиус действия связи достигал до 20 метров спокойно. Если колонка не используется в течение 10 минут, то срабатывает автоотключение, что сохраняет заряд аккумулятора, разумеется. При просмотре видео на YouTube задержка глазу незаметна. В целом, для просмотров фильмов использовать Soundcore 2 можно без проблем.
trouble! Nice shot! Target down! Звучание при подключении по Bluetooth в метре колонка на 100% громкости в помещении выдает в среднем 85 дБ. Громкости для домашнего использования более чем достаточно, учитывая размеры устройства. На открытой местности громкости, разумеется, может слегка не хватать. Для компании 4-5 человек громкости точно хватит. Но не если вы очень сильно пьяны. Звучание имеет мягкие и глубокие басы, хорошо проработанную середину и приятно выраженные верха. Звук довольно неплохо сбалансирован, и даже на 100% громкости каши практически нет. Каких-то сторонних шумов в виде хрипа, шума и трещания я не обнаружил. Сцена средняя, глубины детализации достаточно, как для Bluetooth колонки. Звучание качающее, однозначно. При увеличении громкости колонка автоматически снижает басы, это заметно. Я считаю это правильным решением, так как таким образом минимализируется искажение звука. Если использовать AUX, громкости слегка становится больше, а на звучание по мне это сильно не влияет. Минусы: разъем microUSB, нет слота под карту памяти, в комплект не положили AUX кабель, марки и материалы, отсутствие возможности подключить колонку к приложению. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, в телеграм-канале будут стабильно на нее какие-нибудь распродажи, потому что, мне кажется, они их много наклепали и продают, поэтому их довольно выгодно. Резюмирую, беспроводная колонка Anker Soundcore 2, как и практически все, что делает Anker, удивляет звучанием. Все недостатки я перечислил ранее, из плюсов я выделю хорошую автономность, отличный звук, интуитивное понятное управление, качественные материалы и защиту от влаги IPX7. И, разумеется, очень приятный ценник, потому что, по большому счету, когда вы покупаете такой продукт, какие у вас варианты? Миф А10 какие-нибудь, Flip 4, который будет дороже в разы, да и все. Дешевых колонок не так и много. На все это у меня есть обзоры на канале, выбирайте. Не забудьте подписаться на канал, пишите в комментариях, что еще купить на обзор. Скоро будет топ-10 телефонов первой половины 2022 года. Недавно был топ-10 Самсунгов, надеюсь, поддержите просмотром и лайком. Там, наверное, больше новостей, чем рассказов про Samsung, но не зря я S22 Ultra и S22 покупал. Поэтому смотрим. Не забудьте участвовать в розыгрыше на канале, потому что разыгрываются новые наушники Sony и разыгрываются новые наушники от OneMo Evo. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.